Привет, мои дорогие, любимые люди! Здесь вы можете узнать ответы на такой вопрос. Чем Вселенная вас обрадует и удивит в самое ближайшее время? И то, что вам нужно знать именно тогда, когда вы нажали «Посмотреть». Чем Вселенная собирается вас обрадовать и удивить? Такие вопросы очень оптимистичные, правильные вопросы ко Вселенной, понимаете? Жизненные. Две колоды, как всегда, левая и правая. У меня-то слева, скорее всего, у вас справа. Ну, в общем, с этой стороны у нас будет это Таро предков. И с правой стороны любовные. Я буду раскладывать две колоды сразу. И вы узнаете, какой процент больше вам будет соответствовать с одной стороны и какой с другой. На дно колоды была карта, которая говорит «новое начало». Так что вас удивит Вселенная новым началом, это точно. Началом любви и счастья, я уверена в этом. Вот, а здесь на дне колоды что у нас было? Embrace, то есть обними свои перемены, потому что они будут успешные. Довольная, хорошая, но колоду расклад стоит смотреть, конечно. Итак, чем Вселенная вас собирается обрадовать и удивить в самое ближайшее время? И вот именно это вам нужно сейчас узнать. Настраивайтесь на расклад. Я надеюсь, что вы отдыхаете сейчас, вы у себя в пространстве, и вам приятно. Это место, где у меня студия, это надежное safe place for you, надежное место для вас, где можно довериться, можно раскрыть душу, можно поговорить с верным другом, заглянуть в будущее и спросить у Вселенной. Вселенная вам скажет, чем она обрадует, поможет вам, благословит вас и удивит в самое ближайшее время. Это готово? Конечно, можно загадать одну из колод, но я буду вместе их раскладывать. Это первое. Второе, что я призываю высшие силы здесь через расклад вам помочь, поэтому смотрите, пожалуйста, видео от начала до конца, если выбрали его. И я уверена, что вы с пустыми руками точно не уйдете, вы получите помощь. Итак, подснимают себя, потому что для вас делаю, и подснимают себя, потому что для вас делаю. Берем первые две карты. Раз, два. Чем Вселенная удивит и обрадует вас в самое ближайшее время? Раз и два. Все готово, начинаем. Смотрите, вот эта карта называется Shadow Self. Я еще раз говорю, может быть, есть переведенная карта, но тогда перевел просто переводчик, а у меня живой перевод и все время разный, потому что это ченнелинг, поэтому они именно на том языке, на котором были сделаны автором. И написано «теневое я» или «shadow self». И это то теневое я, которое вам нужно интегрировать в свою жизнь. Вот именно это теневое я и Вселенная будет благословлять, она его будет боготворить, она его будет прославлять. Вот это теневое я, которого вы стеснялись. Что там у вас? Нет слуха музыкального? Что-то еще? Какая-то часть тела вам не нравится в себе, какая-то черта характера, какой-то талант вы еще не использовали, потому что вообще ученым доказано, что мозг двух одинаковых людей нет. Мозг одного человека отличаться от другого может в 500 раз, представляете? Я могу сказать, например, мозг у других, например, у приматов или у собак. У собак, по-моему, делали исследования, там в 10 раз всего. У приматов, по-моему, в 20, а у человека в 500 раз. То есть у каждого в 500 раз другой талант. У каждого человека в 500 раз он по-другому видит мир. Все каждый видит по-своему. Но это только начало в 500 раз. Я уверена, что нет двух одинаковых судеб и двух одинаковых личностей. 8 миллиардов, и все разные. Поэтому ваше теневое «я», оно отличается от вашего лицевого «я», просто тогда. Оно полная противоположность ему. И оно отличается вообще от общепринятого понятия «теневое я». Как можете узнать? Вы знаете, мать часто так любит ребенка, что смотрит на него критически всегда и смотрит особенно критически то, что ей не нравится в нем. У нее такой вкус.
И это, скорее всего, ваше теневое я, потому что вы по молодости, по наивности детской прятали то, что мать сказала, это плохо у вас. Вы прятали очень далеко. И запрятали так далеко, за 3-9 земель, что забыли дорогу даже к этому своему теневому я, к этому своему счастливому, уникальному, своему обожаемому. Ведь, знаете, сейчас уже каждый может себя показать на YouTube. И я, например, люблю находить людей, которые какие есть. Это дорогого стоит, это большой подарок, когда человек какой есть, и он сам знает, какой он знает себя, и он себя так показал. Это для меня это чудо прикосновения к божеству. Вот потому что каждый человек божественен, и в своей уникальности, по уникальному видит мир. Главное, никого не обидеть, я вам скажу, это самое главное. И если ваше теневое «я» никого не обижает, но оно вот какое есть, то, что вам когда-то сказали, что это плохо, некрасиво, там черта характера, или же руки у вас не такие, как надо, или волосы недостаточно густые, что еще? Я, наверное, хотела бы больше сказать, но все остальное ваше личное вот это высшее я, вот это и есть, кстати, теневое я, это высшее я. Да, это голос высшего я, тот голос, который мы должны уважать больше всего. Это голос высшего я, и это то, что мы в себе обычно не любим. Теневое интегрируйте. Потому что Вселенная вас обрадует. Знаете что? Если Вселенная вас обрадует тем, что она возвысит, возвеличит, благословит ваше теневое я, а вы будете продолжать его не любить, гнобить свою фигуру или еще что-то, но жизнь пройдет мимо. Так что Вселенная возвеличит, интегрирует, благословит ваше теневое я, и этим вас удивит. Потому что там будет портал. Портал вы лучше всех, именно по теневому я. Почему я говорю лучше всех? Потому что уникальный, да? Все мы лучше всех, когда мы проявляемся в своей уникальности, когда мы знаем свою уникальность. Мало кто знает свою уникальность. Баланс. Баланс между теневым я и лицевым. Я как могу стараюсь сделать видео, где я вот тет-а-тет от души к душе с вами. Вот как могу. Ну, я, конечно, волшебник и только учусь показывать свою душу вам, раскрывать ее полностью, вы, наверное, это чувствуете. И вот баланс, ну, как бы пример показываю. Баланс между теневым я и лицевым я. Вот это то чудо жизни, которое мы видим в природе. Нам Солнце показывает баланс между тенью и светом, и именно в этом есть чудо жизни. Баланс. Но здесь элементарно, сейчас опять на меня набросится, но я все-таки скажу. Баланс между жирами, белками, углеводами. Девочки, наш характер, наше настроение, психическое, ментальное, эмоциональное здоровье, здоровье головного мозга зависит от того, что мы едим. Наш есть депрессия или нет, зависит от того, что мы едим. Сколько мы съели белков, жиров и углеводов. Вот так вот все просто. Баланс между работой и отдыхом. Еще раз повторяюсь, мозг, неокортекс 2-3 часа в день. Все, больше не может. Все, отдыхайте. Тренируйте тело, занимайтесь вот этим блаженством, что дает тело. Как вы дышите, как вы ногу ставите, как вы руку поднимаете, как вы ласково смотрите на любимых. Это все язык тела. Язык тела – это 80%, язык мозга – 20%. Так есть. А мы все 99% в голове живем, а тело у нас просто… Ну, еще христиане первые, эти христоносцы, так называемые, они же все начали. Что тварь, человек тварь, тело вообще оно грешное и так далее. А они все начали. Так давайте отменять вот это, отменять, выбрасывать не нужно никому-то. Балерина знает суть тела, не зря здесь балерина изображена. Через тело познается дух. То есть это не то, что тело – это храм души, даже вот, ну, красивое выражение, но это глубже, чем это. Потому что само тело – это и есть одухотворенная, олицетворенная душа. Вот. И вам нужно заниматься больше телом. Все мы знаем крем, там такое все, да, для лица. Боимся за седину, боимся за то.
Но главное ведь это осанка, главное, чтобы мышцы живота были активные. Девочки и мальчики. Мальчики тоже, мальчиков тоже эта активность снижается. А что хотят сказать высшие силы сейчас? Чем хочет вас удивить Вселенная, чем хочет удивить вас Высшее Я? Это ангел-хранитель ваш. Потому что когда в последнее время вам не везло, и вы знаете этот момент в своей жизни, когда вас обидели, оскорбили, вот это shadow self, это и вас обидели, унизили, когда растоптали ваше самомнение, когда у вас, может быть, тяжелый труд вы прошли, вот тяжелую жизнь, да, и вы думали, что вы одиноки? Нет. Вселенная говорит, она вас сейчас удивит, что в этот момент вы проходили тяжелый урок под кураторством и под присмотром вашего ангела-хранителя, чтобы вы не упали, чтобы тот опыт, тяжелый опыт, который вы вынесли, облагородило вашу душу. Так это и есть. Ангел-хранитель вышел. Ваша Вселенная сейчас удивляет вас. Ваша Вселенная, да, потому что вы центр вашей Вселенной. Удивляет вас тем, что говорит вам в самое трудное время, когда человек предал, когда деньги потеряли, когда работу потеряли или работа утомляла. Ангел-хранитель клал его руки вам на плечи и говорил: ты не одна, я тебя люблю, у тебя будет все хорошо, замечательно. Чем удивит вас Вселенная? Вот здесь элементарно, если на бытовой такой язык перевести, баланс. Не только там в рационе, что я рекомендую как гомеопат. Самое главное – баланс между личной жизнью и профессиональной. Это значит хорошая работа. Баланс – это когда, знаете, on a balance side. Знаете, есть такая песня в Голливуде старинная. У меня есть солнце утром и луна ночью. Я очень богатый человек, и это у меня как банковский счет на balance side. Я вам просто I have the sun in the morning and the moon at night запела. Вот это про вас. У вас будет баланс между личным и профессиональным, между доходом и расходами на стороне баланса. Баланс – это значит есть деньги. Да, balance – это есть деньги, кстати, в банке. У вас будут деньги. Вот чем Вселенная удивит вас, у вас будут деньги. Если вы деньги или потеряли, или мало вам платили, и, в общем, вы чувствуете, что же я делаю, я работаю, а где деньги? Вот будут деньги. У вас будет на стороне баланса, то есть будет приход денежный. И ангел-хранитель об этом позаботится, потому что денежный поток – это, конечно же, всем нужен, именно вам будет даваться. Но интегрируйте то, что вы себе не любите, выполните эту просьбу ангела. В общем, этот, пожалуй, расклад левый, что он говорит о балансе финансовом. Я сейчас еще добавлю карту и перейду к правому раскладу. Знаете, на карте написано patience, или же терпение. Наверное, было тяжело. Я вот по этой карте чувствую, что иногда вы теряли силы и сами себе говорили, подожди, patience, терпение, потерпи еще немного, да. Сами вот говорили с собой, да, таким внутренним языком, потерпи, еще чуть-чуть, еще немножко осталось. Или ваш любимый человек, может, вы в разлуке были, или у вас, треугольник, качели, потерпи еще немножко, я все устрою, он вам говорил, и ничего не делал, то я теперь вижу, что все устроится, потому что ангел-хранитель надоумил его, как сделать правильно, чтобы всем было хорошо, никто не пострадал, и чтобы так было, как вам лучше всего, потому что именно для вас расклад. И ангел-хранитель говорит, что именно сейчас вот вы были терпеливы, вы ждали. Это, скорее всего, об отношениях здесь идет речь. Вы ждали, вы надеялись, вы не опускали руки, да, и теперь ваше терпение будет вознаграждаться. Я возьму, посмотрю, или я on track. Если я говорю правильно, я хочу всегда спросить у карты, или я говорю правильно. Да, protection. Это карта протекции. Ваш любимый человек будет защищать ваши интересы. Я знаю, что у многих такое было, что он предал и не защищал ваши интересы. Вот оставил вас наедине как бы с собой, да, когда вам пришлось расхлебывать то, что он сделал неправильно. Вообще-то женщины очень часто так делают. Вообще женская доля, она такая несчастная. Слово доля, судьба, да, доля такое, это такое более славянское старинное слово.
женская судьба. Здесь это тоже баланс. Это два лебедя, и вы грациозная. То есть вы выстояли, вы победили, потому что вы были терпеливы. Вы были терпеливы, вы прошли эти трудности, и ангел не предал вас никогда. Я вижу здесь в отношениях будет вот как лебединая верность, да? Если мужчина, вот или же прошлый мужчина был неверный, сейчас судьба вам даст очень верного человека за ваше терпение, будет вам награда. Или я здесь вижу, что ваш мужчина, он приведет, вот знаете, как в банке, все на стороне баланса, то есть вам на пользу наконец-то будет отстаивать ваши интересы, так как он и обещал, и долгое время никак у него не хватало сил на это. А теперь он будет отстаивать ваши интересы, и все будет у вас хорошо в отношениях. То есть, что я здесь вижу? Я вижу деньги, которые придут потому, что вы долго работали над каким-то проектом, вы долго работали над тем, чтобы получилось, вы долго занимались, получали профессиональные знания, может быть, вы какую-то карму отработали, работали на неприятной работе, но теперь будут деньги будут приходить. И вот этот мужчина, может быть, это его деньги, может, он заработает, но здесь что-то связано с отношениями, что за ваше терпение вам будет награда. Так говорят высшие силы, я говорю так немножко мистически, потому что для всех каждый человек сам сложит это в свою картинку мира, и я знаю точно, что вы знаете, о чем я сейчас говорю, да? Я беру это все из потока света и все собираю вместе для вас. И вот так эти карты все говорят. Если я их вместе сложу вот так и почувствую их энергетику, именно вот это мне они и передают. Давайте перейдем к правому. На мой взгляд, правому, может, у вас это левый расклад. Итак, здесь написано, что Вселенная удивит вас чудом. Miracle. Miracle, видите, написано miracle, это чудо. Будет чудо. Ну, например, чудо будет, что ваша дочь найдет хорошего мужа, что вы найдете себе партнера или мужчину. Чудо будет, что, может, кто-то будет иметь ребенка. Чудо будет, что вас возьмут на ту работу, на которую вы хотели, или вы попадете, наконец, в ту страну, в тот район, где вы хотели очень жить, а теперь будет чудо, и чудо какое-то произойдет. Чудо. Вот что Вселенная вам готовит. Чем вас обрадует и удивит. Embrace. Это же карта, которая уже выходила. Видите, какое чудо чудное. Какое будет чудо? Обнимет любимый. Ну, вот такое простое чудо. Обнимет тот мужчина, которого вы любили, а он как-то не оказывал вам знака внимания. Или же занят был, или вот как-то не замечал вас. Теперь будет чудо. Теперь этот человек вас обнимет. Посмотрим еще, какие чудеса. Чем обрадует вас Вселенная в самое близкое время, в самом близком будущем. И что вам нужно знать прямо сейчас. Я возьму 2 карты. 1, 2. Тоже ангел, Guardian Angel. Он здесь по-другому выглядит, но ангелы все выглядят по-другому, у всех людей они разные. И здесь вот на старинной колоде он такой, или она, а вот здесь такой, но то же самое. Это ваш ангел, видите, с крыльями сзади стоит, да? И вас Вселенная обрадует тем, что именно сейчас вам выдается еще один ангел-хранитель, потому что я знаю, что каждые 7 лет нам выдается новый ангел-хранитель. Может быть, это ваш 7-летний период, или же сейчас именно у вас сложная ситуация, которую вам нужно решать. Поэтому ответ на вашу сложную ситуацию Вселенная знает это и присылает вам дополнительного ангела. Этот ангел хочет позаботиться о вашем внутреннем ребенке. Написано inner child. Обычно люди не хотят это слышать. Но здоровье внутреннего ребенка, от здоровья внутреннего ребенка зависит буквально все. Потому что, например, если внутреннему ребенку нужно внимание, которое он не получил в детстве, взрослый человек может выпивать, алкоголизм всегда от этого. Или же, если вашему внутреннему ребенку не хватает внимания, пусто внутри, а вам 40 лет, 50 и так далее, вы можете заедать стресс, понимаете? Вы можете эту пустоту внутреннюю заполнять ненужной вам едой. И нарушается пищеварение, нехорошо для здоровья, ну и человек выглядит обычно хуже. Почему он выглядит хуже, уставший? Потому что организм тратит больше сил, чем нужно на то, чтобы переварить, как-то с этой едой справиться.
И внутренний ребенок – это самое главное. Когда внутренний ребенок, он чувствует защиту, вы можете, как взрослый человек, сказать своему внутреннему ребенку: не бойся, уже не опасно, я постою за твои интересы. Если, когда вы были ребенком, ваши родители или бабушки, дедушки, или учителя, которые вот старшие наставники, должны были вам помочь, а не наоборот, вас гнобили, были препятствием вам, гасили у вас всякий энтузиазм, всякое вдохновение. Вот так бывает, так бывает. А может быть, даже у вас были очень хорошие родители, и когда-то 1 или 2 раза они случайно это сделали, но вы вот именно это запомнили, и ваш внутренний ребенок страдает. Вы, может, или выпиваете, или много едите, или же прокрастинируете, себя ругаете. Теперь вам высшие силы, как вас обрадуют, это самый лучший подарок. Это лучший подарок, чем деньги или что. Потому что сейчас высшие силы посылают вам именно ангела, который утешит вашего внутреннего ребенка. Самый лучший подарок. Я всем желаю такого ангела. Но все, кто смотрит, такого ангела сейчас получают. И вот вы увидите, что уже с завтрашнего дня вы начнете стройнее. С завтрашнего дня вы или ваш любимый перестанете выпивать, перестанете прокрастинировать. И будете счастливее, потому что если вот эти 3 штуки решаются, так точно, что будут деньги. И точно будете выглядеть лучше и так далее. Это вообще чудо. Что еще Вселенная вам даст, чем порадует, чем обрадует, чем удивит? Ваша молитва будет отвечена. На карте написано «Answered Prayer» – отвеченная молитва. Я доверяю высшим силам. Карта – это язык высших сил. И вот эта карта говорит: ваша молитва уже отвечена. Не сомневайтесь, иначе бы не вышел этот ангел. Это ангел отвеченных молитв. Когда Всевышний на престоле сидит, туда прилетают ангелы всех людей и дают им петиции. То, что вы хотели, то, о чем мечтали, то, о чем молились. И когда Всевышний отвечает на молитву, сразу вот как этот мотылек, видите, образуется ангел отвеченной молитвы. И он идет к тому человеку, чья молитва отвечена, и помогает ему это осуществить. Ведь мы осуществляем все своими руками, но при помощи того ангела, который выделяется вам, когда молитва ваша отвечена. И этот ангел направляет вас туда, куда нужно, дает вам силы, говорит вам мысли, дает, как это сделать, как встретить этого человека, как сделать это дело, как получить эту работу и так далее. Это ангел отвеченной молитвы. И именно сейчас, в то пространство, где вы есть, входит ангел отвеченной молитвы. Я вам это гарантирую просто. Мощный расклад. Да, я так редко беру эти карты, наверное, нужно их почаще брать. Это ответы Творца через универсальную любовь. Universe Love. Это вообще ответ от космоса, от Создателя, другими словами. Раньше говорили «Создатель». Итак, чем Вселенная вас удивит и порадует? Trilogy of Light. Trilogy of Life. Такое слово trilogy. Думаю, это тройное благословение светом. Трилогия, другими словами, да, три источника света. Это, знаете, такой есть закон высших сил, что сверху, то и внизу, и что внизу, то и сверху. Но здесь тройной свет. Вот это то, что сверху в космосе, то и внизу на Земле, и это отражается тоже космос в вашей жизни. То есть это Вселенная как одно целое, вы как Вселенная и Земля, или же Солнечная система как Вселенная. Вы троекратно получаете благословение. Это очищение от негатива. Вот light именно здесь trilogy. Trilogy, слово такое. Трилогия, что ли, света. Говорит о том, что троекратно вы освобождаетесь от любых негативных привязок и от любого негатива. Вы теперь негатива никогда не будете бояться вообще. Я думаю, что вот этот ангел принес эту весть. Потому что он освобождает вас от того, что мешало вам. Как Всевышний отвечает на молитву? Получается, что то, что мешало вам, вот на пути, ваша цель, вот впереди ваша цель, а здесь вы. И вы молитесь, просите у Всевышнего: помоги мне мою цель
достичь мою цель, да? И тогда Всевышний посылает ангела, который смотрит, окей, это вы здесь, там ваша цель. И между вами там препятствия, это могут быть другие люди, обстоятельства. И тогда ангел убирает все эти препятствия. У меня даже есть такая чистка, где он камни ворочает. Она, кстати, очень популярная, там что-то 1 миллион просмотров или больше. Я обратила внимание, думаю, ой, как хорошо, столько людей воспользовались, так много людям помогла. Вот. Ну, у меня откровение пришло тогда. Я сделала это просто потому, что откровение пришло, и столько людям помогло. Вот, и ангел как бы вот эти камни ворочает, убирает все преграды, расчищает дорогу, говорит, вот, смотри, видишь, теперь можешь идти, теперь уже свободный путь. Вот эта карта – это свободный путь. Так, солнышко вышло, вроде лучше карты видно, да? Очень рада. Давайте еще возьмем совет, подсказку. Message from afar. Как Вселенная вас обрадует? Вы получите послание издалека. Ну, например, вы познакомились с мужчиной, английский язык учите, потому что нужно. Это самый простой язык. У нас преткновение это в голове. Нам кажется, что мы не можем. А зачем мне язык, если я живу там в глубинке где-то в Сибири? Да нужен. Потому что теперь новое время Водолея. Теперь глубинка Сибири – это весь мир. Теперь все зависит от того, знаете ли вы язык, с которым вы можете общаться с другими людьми. И по всему миру можете общаться. И себе искать и мужчину, или бизнес свой продвигать. Вот. И эта карта говорит, что сейчас Вселенная отвечает на ваши молитвы вот как. Message from afar. Вы получаете послание от человека из других стран. Нужен английский. У меня есть английский канал, привет. Но это не то, что я канал свой продвигаю. Я для вас это делаю. Вообще мои каналы, кто не знает, они помощь людям. Есть там люди, которые делают каналы по разным причинам. И так, и так, и так. Именно это консультирующий канал, да, консультирующий безоплатно. Так что это для вас помощь. Приходите, учите английский по моим видео, он такой простой. Я вам гарантирую, если будете смотреть видео, я буду тогда больше делать, я могу просто говорилки делать на английском. И вы получите послание из других стран. Может, это мое послание, это. А поскольку я же из Канады с вами разговариваю, кто не знает меня, вот это моя студия лесная, ну, в центре Ванкувера. Вот, у нас Ванкувер это как лес, да, в лесу город. И я отсюда с вами разговариваю, здесь для вас работаю. Вот вы получаете послание от меня издалека. Вы получите послание от мужчины, который вас любит. Вы можете продавать свои товары в других странах. Вот afar – это далеко, издалека. Вселенная говорит вам, вы получите послание издалека. Вы получите вот этот огонь, это то, что вас вдохновит, то, что даст вам жизнь, любовь издалека. Или же, например, то, что вы делаете, кому-то нужно будет издалека, и таким образом у вас деньги будут. Это очень хороший расклад. Давайте еще одну возьмем. Я такая вдохновленная, уже такой расклад шикарный для вас вышел, да? Эта карта, вот одна такая в колоде есть, смотрите, это их рубашечка, да? Это их рубашечка. А эта карта такая. Вот рубашечки их, это единственная такая карта. И она вышла вам на пасашок, на благословение. Чем Вселенная вас удивит? Что здесь написано? Earth Connection. Это заземление такое, знаете, принято, стихия Земля. Мы люди, незаземленные все, потому что мы в голове. В основном живет современный человек все время в голове. И голова устает, поэтому я вот одна из причин делаю расклады, чтобы расслабить, чтобы расклад разложить, чтобы расслабить мозг, да. Вот, и здесь Earth Connection, вам нужно заземлиться. Что такое заземлиться? Почувствовать себя, как питание получить от земли, минеральное питание. Тогда будет лучше вода усваиваться, лучше будут овощи усваиваться. Если вы так почувствуете питание, как дерево, вот лиственница, видите, из земли берет питание, и крона расцветает. Вот так и человеку нужно чувствовать, как будто мы берем питание от земли. Это ваши предки, это ваши таланты, это ваши способности. Ваше теневое я – это обычно зов предков. Это обычно то в вас, что передалось вам по наследству. Это ваши черты лица, черты характера, это ваш голос, это ваш взгляд. Это вы непревзойденный человек.
И здесь Earth Connection – это защита от негатива, понимаете? Как часто мы с вами, девочки и мальчики, забываем об этом, забываем, что Земля защищает от негатива. Земля же, она перерабатывает все, да? Негатив перерабатывает весь и защищает вас. Больше, может быть, ходить ногами, не обязательно босиком, но это такое дело по желанию. Нет, просто ходить ногами. И это ощущение, что вот даже вот вы сидите, у вас сразу осанка будет лучше. Такое чувство, что вы упираетесь в центр Земли, как вот эта балерина прекрасная. Они знают, они умеют это делать. Они это умеют делать. У меня подруга балерина, я знаю, она все умеет, но не хочет делиться своими. Я у нее долгие годы брала уроки, но какая же подруга, если не хочет делиться просто так? Я с вами все время делюсь с тем, что знаю, очень щедро. Я говорю, как так и так? Она говорит, ну, возьми у меня уроки. Я думаю, ладно, если приходишь, я тебе всегда готова помогать. Вообще, я очень много помогаю. Вот. Ну, я и сама figure out. Знаете как? Я слежу за ней, когда она ходит, я смотрю, как она ходит, и вот делаю вывод, потому что не хочет делиться. Ну, сколько можно брать уроки? Я годами брала уже. Сейчас вообще нельзя так особо, да? Так что такие дела, девочки и мальчики. Будем брать уроки у Вселенной. Высшие силы нам помогут. Высшие силы, ангелы сами посоветуют. Заземление надо заземление. Нужно защищаться от негатива. Здесь были защиты, вот защитные силы были, да. Вот то, что я говорила, я же в потоке была, вы все знаете. Если я иногда говорю о себе, это только как пример. Потому что я не могу использовать других людей пример, это будет неправильно. А свои примеры только для примера. Люблю вас, обожаю. Желаю вам и вашим родным счастья. Приходите на мои прошлые, настоящие и будущие видео. Везде, настоящее это теперешнее имеется в виду, везде получите для себя помощь. Обязательно. Это гарантированно. Старые видео, как новые, одинаково полезные. А я буду с вами видеться. Всем добра и любви и до новых встреч. Пока-пока, друзья.